Здравствуйте, друзья! Сегодня будет обзор на одни из моих часов, которые называются Casio G-Shock, модель GMW B5001ER. Решил снять обзор именно на эти часы, поскольку по ним чаще всего задают люди вопросы. У меня на сайте выложен мой отзыв о них, и часто именно по этим часам спрашивают. Вообще у меня в коллекции несколько часов различных фирм. Я обещал иногда делать на них обзоры, потому что люди интересуются, но эти оказались самыми востребованными, что ли. Тем более скоро Новый год. Я смотрю, опять ищут, смотрят цены на них и читают мои отзывы. Данные часы я покупал чуть больше года назад, 2 июня 2019 года, в магазине Top G-Shop. Цена их составила 26 тысяч рублей. Вместе с бесплатной доставкой курьером до квартиры. Они в такой коробке продавались. Внутри такая коробочка стандартная, G-Shock'овская. У них весьма большой браслет. Тут сколько еще осталось от этого браслета. На любое запястье они подойдут, на толстое. У браслета такие интересные шпильки, достаточно толстые. Они похожи на ушки от часов. Они с каждой стороны имеют пружинки, и чтобы укорачивать браслет или удлинять, не нужны никакие специальные инструменты. Достаточно иголочкой просто нажать на кончик шпильки. Они пружинят. И можно укоротить браслет в домашних условиях очень просто. По поводу браслета, вообще претензий никаких нет. Casio молодцы в этом плане. Браслет сделали хороший. Он литой, тяжелый, с хорошей обработкой. Это съемные звенья. Что самое интересное, здесь практически все звенья можно снять прямо до нуля. Данными часами я пользуюсь больше года. По внешнему виду говорят, что они очень легко царапаются, поскольку браслет у них полированный. Царапается именно сам браслет. Можете посмотреть внешний вид, как он выглядит. Застежка хорошая здесь тоже. Также можно его укоротить или удлинить с помощью такой застежки на несколько, даже не сантиметров, на несколько миллиметров, и на сантиметров тоже. Там, чтобы, конечно, шпильки и части браслета с собой не носить, можно летом, допустим, на одно деление его удлинить, зимой укоротить. Сзади крышка у них черная, там всякие надписи, что они сделаны в Японии, что у них защита 200 метров и так далее. Но это все вы на других обзорах видели, если вы интересуетесь этими часами. Я думаю, здесь более важно мое мнение о данных часах, их недостатки, их достоинства, как человека, который их не рекламирует, а который ими пользуется. Мне вас обманывать ни к чему, поскольку денег я ни от Casio, ни от магазина никаких не получаю. Это просто моя добрая воля, так скажем, рассказать вам об этих часиках. Вообще, почему я эти часы купил изначально? Это, скорее всего, я утешил свою детскую мечту.
когда был маленький, у меня были электронные часы, еще ребенком, ну, наверное, мне было там лет 8, может 9, еще советские, электроника 5 назывались. И я так сидел в детстве и думал, вот бы эти часы всегда точно ходили, никогда не ломались, и никогда в них не надо было бы менять батарейку. И тут бац, не прошло и 30 с лишним лет, как появились вот такие вот стальные часы, у которых никогда не надо менять батарейку, поскольку у них солнечная панель. Это вот по кругу сеточка вокруг, ну скажем так, цифрового табло идет. Это именно солнечная батарея. Ну как солнечная батарея? Это солнечный элемент, который подпитывает аккумулятор, который находится в этих часах. В полной темноте они могут пролежать больше года и ходить. Аккумулятор достаточно мощный, поэтому до лета они всяко доживают, когда вы начинаете носить одежду с короткими рукавами, и от солнца они заряжаются. Также они заряжаются от яркого комнатного света, ну, например, как сейчас у меня включено, от такого света они заряжаются. Что там некоторые пишут, якобы они заряжаются от экрана монитора, от телевизора. Но это, конечно, все фантазии авторов, которые такую чушь пишут. Нифига не зарядится у вас от компьютера, света им будет недостаточно. А вот от яркой люстры, скажем так, у которой 3 или 5 лампочек горит, и светят они прямо на эти часы, они, конечно, подзарядятся. Но намного дольше, чем от солнца. От солнца они полностью могут зарядиться примерно за день. Через оконный свет они заряжаются примерно неделю до полной батареи. Но от комнатного света я не знаю. Может месяц. Но тем не менее лишняя подзарядка им не помешает. Когда свет вот такой вот горит, да, они заряжаются. Определить, что им хватает этого света для заряда, достаточно легко, поскольку, допустим, с 0 и до 6 часов, если эти часы просто лежат в состоянии покоя, вы их не двигаете, табло у них гаснет, они переходят в режим экономии батарейки. Если вы их возьмете в руку, там стоит датчик, который отвечает еще и за автоматическую подсветку, чтобы она включалась, то табло загорится. Или если же они начнут заряжаться. Так вот, когда я включаю там тусклый свет или когда компьютер, табло не загорается. А вот когда я включаю люстру, то часы включаются. И понятно, что заряд все-таки какой-никакой, а идет. Часы полностью покрыты металлическим корпусом. Внутри сама схема находится, ну, что-то типа силикона, чтобы не страшно были удары самой микросхеме и цифровому табло никакие. Также здесь есть выемка, что если они упадут, то по идее стекло не должно разбиться. Но если, конечно, они упадут на мелкий камушек, который мимо этой рамки попадет, то стекло может треснуть. Стекло здесь минеральное, не сапфировое, но тем не менее оно достаточно твердое. У японских часов вообще стекла достаточно твердые. Они, ну, сродни хрусталю, я бы сказал, как хрустальные. То есть их поцарапать все равно очень-очень тяжело, но можно. Царапаются эти стекла в основном камнями, штукатуркой. Если вы болгаркой работаете от наждака, мелкие камушки летят, их можно поцарапать песком. Вот. Остального они не боятся. Железом их тяжело поцарапать. На одежде кнопки там железные, на рукаве их не поцарапают. Можете не бояться за это. Но вот в песок их лучше не окунать и не тереть песок по стеклу. Сапфир песка не боится, эти поцарапаются. Так что если будете на пляже в них, то следите, чтобы они в песке у вас не были. Купаться в них можно, нырять до 200 метров тоже можно. Ну, практически можете нырять в них с аквалангом, они защищены. Но вот в песок их нежелательно окунать. Ну, естественно, сталь тоже вся царапается. Кнопки нажимаются достаточно удобно. Они тоже здесь защищены специальными выступами. Но, тем не менее, для пальца вполне хорошо нажимаются. Вот это, если вы носите часы на левой руке, кнопка подсветки, она находится вверху с правой стороны. Очень удобно, поэтому автоматическая подсветка здесь ни к чему.
лишний раз сажать аккумулятор. Зимой все-таки это достаточно ценная энергия, лишний раз не тратить, поскольку еще до лета им дожить надо. Вот, и когда они все время у вас будут загораться, вы можете посадить все-таки аккумулятор. Поэтому лучше вручную. Вот, нажали кнопочку, подсветка загорится. Подсветка очень яркая здесь. Вот видно хорошо. Вот даже на свету видно, что она загорелась. Можно настроить ее как на 2 секунды, так и на 4 секунды, чтобы она горела. Ну, на табло отображается день недели, месяц, число, время текущее и секунды. День недели может отображаться как на русском языке, так и на английском. Также вот справа точки, что ежечасный звуковой сигнал. Если включите будильник, этих точек справа будет больше. Слева горит летнее время включено. Это в качестве эксперимента я в свое время выставил часовой пояс Афины и поставил летнее время на постоянку, чтобы эти часы иногда пытались синхронизироваться по радиосигналу с вышкой, которая находится в Германии. Живу я в Санкт-Петербурге, до вышки примерно 1800 километров, а сама вышка по паспорту действует на 1500 километров на расстоянии максимально. Ну что я вам скажу, за все время ни разу за год синхронизации у этих часов не произошло. Ни на работе, ни в квартире у меня на юге города, ни за городом, когда я выезжал. Некоторые пишут, что у них часы Casio все-таки там в дождливую погоду, в мороз, как-то этот сигнал принимают. Но, возможно, здесь еще за счет металла сигнал все-таки более слабый, чем в пластиковых G-Shock'ах. Это надо учитывать. Из недостатков здесь браслет гнется вот с этого места, видите? То есть вот здесь вот он не сгибается, не гнущееся такое звено получается. И если у вас запястье меньше 18 сантиметров, то часы будут плохо на руке сидеть. Поэтому если у вас тонкое запястье, обязательно примерьте, прежде чем их покупать. Вот это вот, конечно, на мой взгляд, косяк. То есть они вот такие вот длинные получаются на самом-то деле. Когда будете звенья убирать, старайтесь, чтобы вы их убрали так, чтобы застежка была с другой стороны посередине руки. Ну, это вообще все часы так надо делать. Вот. А вот смотрите, вот оно у меня, часы у меня плотно сейчас сидят. А здесь вот на моем 18-сантиметровом запястье получаются просветы. Вот, не знаю, на окно будет видно. То есть, по идее, вроде как сюда и карандаш, и ручку можно засунуть, а по факту браслет достаточно плотно сидит. Это из-за того, что часы не сгибаются здесь. Вот это, я считаю, не очень здорово. Также из косяков у них очень-очень тихий сигнал, тихий будильник. Под рукавом вы сигнала не услышите, будильника, ни ежечасного сигнала. Когда рука вот без одежды, в полной тишине, вы этот сигнал услышите. А так нет. Также у этих часов достаточно толстенький корпус, плюс вот этот вот выпирающий бампер. И я вам признаюсь, поначалу я ими задевал дверные косяки, как ни странно, хотя до этого никогда часами о дверные косяки не бился. Это, видимо, уже на уровне инстинкта. Ты же не обращаешь внимания, когда в двери заходишь, что часами можешь что-то задеть. Ну, особенно в своей квартире, да, когда дома ходишь. Но это дело привычки, когда вы их носите. Ну, если вы носите толстые часы, то вам это будет нормально. А если вы до этого носили тоненькие часы, вы ими тоже можете задевать дверные косячки. Будьте к этому готовы. Ну, по крайней мере, у меня это было так. Еще из недостатков данных часов мне не нравится приложение G-Shock. Это, конечно, хоть и японское приложение, но непонятно, почему они его так не доработали. Там
Но можно было его сделать намного лучше. У вас должно быть в телефоне, чтобы часы со смартфоном синхронизировались, постоянно включено местоположение и Bluetooth. Ну, Bluetooth понятно, связь с часами, а вот почему нельзя просто местоположение один раз выставить, например, московское время, чтобы было, я не совсем понимаю. Возможно, это сделано для тех, кто путешествует, поскольку эти часы синхронизируются со смартфоном 4 раза в день. Вот. И если вы, допустим, в другом часовом поясе находитесь, то чтобы время автоматом на них перескочило, на другой часовой пояс. Синхронизация происходит в 0 часов 30 минут 30 секунд, затем в 6 утра 30 минут 30 секунд, затем в 12 дня 30 минут 30 секунд и в 18 часов 30 минут 30 секунд. Это синхронизация со смартфоном. Синхронизация с радиовышками, попытки, она, если удачная, то раз в сутки, если неудачная, то в течение ночи будет у вас тоже 6 попыток. Это в 0 часов 30 секунд, в час 30 секунд, в 2 часа 30 секунд, в 3 часа 30 секунд, ну и соответственно так до 6 утра. Вот. Если синхронизация удалась, у вас высветится надпись, что удачно синхронизированы часы, что они точно ходят. Я вам потом покажу, со смартфоном синхронизирую, как это все выглядит. Если у вас стоит московский часовой пояс, он автоматом выставится, как вы их подключите к приложению, ну, либо того города, где вы живете, то синхронизация, радиосинхронизация работать не будет, и попыток никаких у часов тоже не будет. Поэтому вот если у вас московский пояс, единственный выход это ставить Афины в приложении, и тогда эти часы будут делать попытки синхронизации. В приложении это связывается через интернет с сервером от Casio, и там время даже точнее, чем в смартфоне иногда. То есть, смотрю, в смартфоне там на несколько секунд время может отличаться плюс-минус, а потом одинаково иногда ходят. К сожалению, наши операторы не такое точное время всегда передают, либо смартфоны так устроены, а вот часы через свое приложение синхронизируются именно со своим временем. Это тоже плюс. Так что, по идее, они у вас будут всегда точно ходить. Если у вас нет радиосинхронизации, выключен Bluetooth, с телефоном тоже связи нет, я вот тоже эксперимент проводил, то вот этого экземпляра точность хода примерно на секунду за неделю они убегают. Ну, видимо, Casio особо не заморачивалась, раз они синхронизации, чтобы выставить абсолютную точность у них. Ну, где-то за месяц получается плюс 4 секунды. Может, плюс 5 секунд. Соответственно, за год где-то на минуту они уйдут. По идее, можно раз в месяц просто на смартфоне включить Bluetooth, включить местоположение, нажать вот эту вот нижнюю кнопочку. Они точно синхронизируют время, и опять это приложение просто выключить. Ну, чтобы постоянно не сажать батарейку, там, GPS-навигация этой. Ведь по сути она нужна только когда вы навигатором пользуетесь, а так ни к чему. Вот. Еще есть поиск телефона здесь, кнопочка. Тоже эта же кнопка, только держать ее надо 2 секунды. Тогда, если вы находитесь в зоне действия Bluetooth, ваш телефон, он запищит, заиграет мелодию, которую вы заранее выставите, с той громкостью, которую вы выставите, и вы можете найти, где вы потеряли телефон. Но опять же, для этого в телефоне должно быть всегда включено GPS и Bluetooth. Вот. Еще такой вот момент, если вы синхронизировали ваши часы с телефоном, вы потом GPS можете выключить, а приложение у вас включено, они синхронизироваться все равно будут. Но до первого перезапуска смартфона. Если у вас там села батарейка или его перезагрузили, все, заново включайте GPS, иначе это приложение больше не будет связываться с часами, и часы, соответственно, тоже телефон ваш не обнаружит. Так что такая вот фигня. Ну, из функций здесь, естественно, есть секундомер, есть таймер.
будильники, аж 5 штук. Это вот таймер на 10 секунд у меня выставлен. Это секундомер. Ну и так далее. Не знаю, может кому-то нужны эти функции. Я только таймером иногда пользуюсь. И то звуковой сигнал от таймера вы опять же не услышите. Это мировое время. Это будильник. Это вот секундомер. Во время секундомера, если его включить, ну, естественно, пойдут секунды. Здесь очень удобно сделано. Сначала сотые секунд показывают. Потом, когда за 59 минут перевалит, просто будет часы, минуты и обычные секунды. Вот в этом маленьком квадратике текущее время. Также и во время таймера текущее время показывается. Вот, сейчас попробуем, допустим, радиосигнал, чтобы вы понимали, как это работает. Нажимаете эту кнопку. Вот он пытается. Но сейчас он пытается найти смартфон сначала, Bluetooth синхронизироваться. А во время попытки радиосинхронизации именно, но она автоматически здесь вот происходит, если Bluetooth не синхронизирован. Вместо time будет либо пустое табло, либо если какой-то сигнал поймается, все-таки загорится L3, это слабый сигнал, L2 средний, и L1 это вообще идеальный сигнал. Ну, такого я не знаю. Это либо в Японии, либо в Германии у вас может произойти, либо в Соединенных Штатах. В России это, на мой взгляд, функция все-таки бесполезная, к большому сожалению. Ну а теперь по поводу приложения G-Shock. Итак, сначала надо активировать Bluetooth. Активируем. Теперь активировать местоположение. Окей. Видите, без него работать оно не будет. Активируем. Вот. И вот после этого уже часы будут синхронизироваться с вашим телефоном. Вот проверяем время. Вот в принципе эта неделя прошла, как они не синхронизируются у меня. Ну, часы чуть-чуть вперед ушли. Почти точно ходят. Теперь, для того, чтобы быструю синхронизацию сделать, нажимаем на нижнюю кнопочку. Вот, тайм загорелась. Сейчас они у меня автоматом перелетят на московский часовой пояс, естественно. Видите, летнее время погасло. И загорелась надпись, что синхронизация времени была произведена успешно. И будет она гореть теперь до 12 часов 30 минут. Дальше они опять будут синхронизироваться. Если не синхронизируется, эта надпись погаснет. А в смартфоне запомнилось местоположение, точка, в которой я произвел это действие. То есть вот такая вот надпись. Настройка времени часов выполнена. И выполнено запоминание точки, друзья. И выглядит это вот так вот. Маленькая карта. Точка. Вот под моим пальцем мои точные координаты. Не хочу я их в интернете показывать. И все. И эти координаты вы никак не сможете использовать, ни скопировать, ничего с ними сделать. Запоминается всего здесь 10 точек. Потом
10, 11, допустим, появляется, опять 10 в памяти, а предыдущая точка просто стирается. Всего 10 точек, и с ними можно разве что переписать их на бумажку и потом вручную вбить в навигатор. То есть ни маршрут проложить, ни просто скопировать. Абсолютно бесполезная функция. Для чего она, я не понимаю, почему так Casio сделала. Вот, Home Time тут автоматически московская. Теперь послушаем, как они звучат. Раз я много говорю, что их почти не слышно, давайте я продемонстрирую. Сейчас вот у меня очень тихо в квартире, на самом деле. Я думаю, вы сможете послушать. Это телефон сейчас пикнул, смс-ка пришла. Как раз будет с чем сравнить. Для запуска программы G-Shock и каких-то выполнения действий держим вот эту вот кнопочку 2 секунды. Нижняя. Вот пошла синхронизация. Сейчас загорится значок Bluetooth, что они подключились к телефону для настройки. Вот, Bluetooth подключен. И часами можно управлять. Здесь все стало жирным в приложении. Показывает, каков сейчас заряд батареи. Ну вот сейчас зима, в принципе, ношу их под рукавом. И, в принципе, батарейка достаточно такая, ну, почти полностью заряженная, скажем так, аккумулятор. Вот, как выставлять будильник. Внизу вот таким вот перелистыванием входите в режим утилиты. И выбираете алярм, будильник. Сейчас 10:36, 37. Ну давайте на 10:38 выставим будильник. Так, ну пусть это будет алярм 5. Вот, включим будильник и выставим время. Так, 10:38. Вот, и отправить на часы. Вот, окей. Отключаем синхронизацию. Ну и слушайте, будет вам слышно будильник или нет. Это настолько тихий писк. Шаги кота громче. Вот, все, пищать он перестал. Не знаю, нужен ли вам такой будильник или нет. Но под рукавом рубашки его не слышно вообще. Возможно, это из-за стального корпуса. Получается, здесь двойной корпус. Часы все силиконом залитые, грубо говоря. Чтобы были противоударные. Да еще на 200 метров в них можно нырять. И звук идет только через стекло. И то вот слышно, когда вот так вот стеклом к уху, грубо говоря. А если в бок, вообще будет не слышно. Так что такие вот дела. Так, ну и как поставить часовой пояс, Афины и летнее время для того, чтобы у вас была надежда на то, что когда-нибудь сработает радиосинхронизация и часы вроде как будут автономными. Для этого мы любой из этих мировых времен, а их тут 6 штук, нажимаем вот сюда вот. Вот. Ищем в поиске Афины, они на букву А. Вот. Как Афенс звучат. Вот, нажимаем. Афины. Греция, видите, ниже написано. И здесь вот не авто, а он. То есть включено летнее время. Вот время совпадает с часами. И пишем установить этот город для часов. Вот. Настройка завершена.
Но теперь видите, все равно домашнее время московское, а вот здесь вот Афины. А теперь пишем поменять мировое время на Афины. Вот сюда вот. И Афины. Вот они поменялись, и теперь домашнее время стало Афинами. Отправить настройку на часы. И сейчас загорится летнее время в Афинах. Вот, все. Теперь как бы вы живете в Греции. И радиосинхронизация на часах будет. Нажимаем вот эту вот кнопочку для выхода из синхронизации. Дальше не забываем отключить приложение G-Shock, чтобы оно больше не включалось. Дальше выходим в настройки телефона, ищем приложение настройки, ищем приложение G-Shock, когда список высветится. То есть, видите, сейчас у меня G-Shock горит в уведомлениях быстрых. Ну, как обычно, активируйте Bluetooth, потом активируйте GPS. Вот, поэтому его ищем, где все приложения. Вот, находим, нажимаем на него и просто остановить. Нажимаем кнопочку «Остановить». Принудительно ОК. Все. И больше приложение G-Shock работать не будет. Пока вы его заново не запустите с иконки на рабочем столе. И часы у вас назад не переставятся на Москву. И будете пытаться поймать радиоконтроль в часах Casio. Забавная на самом деле вещь, может кому-то и удастся. Пишите комментарии по этому поводу. В общем-то, наверное, все, что хотел вам показать и рассказать. Остальное вы без меня знаете, если присматриваетесь к таким часам. А я думаю, если вы смотрите мой ролик, то вам именно интересна эта модель. Ну, либо подобные ей. С сапфировым стеклом и титановым браслетом, например. Правда, та и стоит около 150 тысяч вообще. Может, около 100 тысяч. Но для меня это бешеные деньги. Только из-за того, что там сапфир и титан, я не знаю, стоит ли их платить. Титан, он металл легкий, этим он хорош. Но он мягкий металл, и царапаться он будет еще больше, чем сталь. Ну, если он ничем не покрыт, специальным покрытием. А специальное любое покрытие, вот как здесь вот у задней крышки, оно все равно будет царапаться и года через 2 начнет сходить. Уж лучше стальной браслет, пусть здесь будут царапки, но это будет не так бросаться в глаза. Ну и тем более это G-Shock. На то он и G-Shock, боевые часы, так сказать. Вот, все, ребята. Может, кому-то чем-то помог. Пишите комментарии. На этом всем пока. До новых встреч.